Всем привет. Всем здорово. Так. Да. Угу. Так, настроим камеру. Угу. Ага. Ну чё, продолжаем. HD collection. Так. Ну что тут у нас? Ха. Ангел?
Да ё-моё. Ой, кошмар какой-то. Предор ты. А, опять чат не работает. Так, сейчас. Remember user, здорово. Привет, remember user. Так, сейчас. Рутони чат, надеюсь, заработает. Драба. Драбе. Так. Увидел, как малых спать гонял, решил зайти пожелать приятной игры, да и вообще хорошего настроения. Спасибо большое. Valorant. Ну да. Valorant знаю. Могу тебе даже порекомендовать стримера, который играет в Valorant. Валоранду. Valorant. Так, сейчас. Сам я Valorant вообще не играю. Баларанди. Бадаран, да. Вот. Линк. Тоже якутский стример. Скажешь, что от меня. Так. Окей, погнали дальше. О. Тварь. Билайден изи оу и плягамеры. На. Конкретно размотал. Билайден Боулан просто кортом халартани лирон. Так, а у нас тут Devil May Cry. И вообще у нас марафон. Проходим все части. Так, нужно 3 предмета. Как будто бы. Запретная земля.
Источник энергии активирован. Слышен звук, словно от работающего за стеной механизма. О, нормально так насыпал. Окей. И где это? Что это? Склад провизии. Так, вот это я не понял. А! Тут, оказывается, есть штука. Ну, я походу сейчас сдохну. Блин. Если что, предметы не используем. Что-то как-то у нас такое негласное правило появилось. Башня трясется под действием мощной силы. Окей. Такое ощущение, что вся башня вращается. Ага. Окей, теперь мы в другом месте. Предметы для скинов 2. А ну-ка, а ну-ка, ага. Инди. Ну это вы весело придумали, конечно. Да блин. Ау. Ага. Найс. Ты чё, прикалываешься?
Думал, так пробегу. Ну ладно. Ну почти. Привет. Привет, Арс. Так. Обходной путь. Мгм. Допустим. Не только в Ютубе стримишь. Не, на Твиче тоже. А как ты меня нашел? По посту Телеграма, наверное. Там же есть ссылка на ТГ. Да ты мудак, что ли? Ты за что? Эй! Смотрел шорты и увидел тебя сначала, пропустил, потом заинтересовался. Понял. Ну, спасибо. Спасибо, что зашел. На Твиче и на Ютубе, да. Еще на ВК. 3 платформы. Сейчас у нас идет марафон по Devil May Cry. Уже прошли первую часть. Только из-за тебя скачал бис. Да. Спасибо. Ну, это классная игра. Угу. Все-таки реально сложные игры, это не Devil, ну там, точнее, не Dark Souls и там прочее, это вот типа Devil May Cry или там Ninja Gaiden игры, экшен игры старой слэшерной школы, так сказать. Вот они, да. Не, я как бы тоже Dark Souls игры люблю, подобные игрушки. Мне они нравятся. Но в целом их сложность преувеличена по факту. Но они от этого хорошими играми не перестают быть. Ты что, хейтер Dark Souls и кавычка. Не-не-не, я ремарочку специально только что сделал. Они от этого плохими играми не становятся. Отнюдь. Они все такие же классные. Да ты чё? Так, апперкотыч надо, да. У меня, кажется, ни хера не прокачано. О-о-о. Как тут все похерено.
Чё, как пятничный вечер проходит? У нас в Якутске, если что, вечер, пятница. В других местах, скорее всего, день. Ну, пятничный день. Пятничные сутки, тогда уж лучше сказать. Ой. Тут просто возьмем осколок и уйдем. Уйдем, пожалуй. Эти мобы вообще душные, что капец. И от них, ну, ничего не дается. Практически. Можно смело скипать их. Ну, я чисто в плане хардкорности говорю. А так, в плане геймплея и там прочее, конечно, например, игры от Фромов намного веселее. Ну, в том плане, что там хотя бы всякий разный лут падает и все такое. Ну, как-то интереснее, что ли. Лифт дьявола. Эта тропа ведет обратно в мир людей. Чтобы вступить в мир демонов, необходимо свернуть в центральном пути по направлению к небесам. Винтовой коридор. Ту-ду-ду-ду-дун, 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 ту-ду-ду-ду-дун. Пылесосить всю карту, а потом не использовать найденные предметы в цех. Это я одобряю, лау. Да. Таков путь. Нихера у меня много хпп получилось. Гляньте, у меня вторая полоска появилась. Коридор волнения. Ничего себе. Пора волноваться, ребята. О, я в самом низу. Что за орта меня разбудил? Что за орта меня разбудил? Да не. Тут человек интересовался Валорантом. Я его тебе направил. Говорю, вот человек играет в Valorant. Заходи, смотри. Че, он прям тебя лично знает? Он тебе позвонил или что-то в этом роде? Я не играю в кал. Не пизди давай, бля. Я видел, на. Ты жестко поедал этот кал. Весь рот был в этом кале. Хотя я этого не видел, потому что вебка была выключена. Я удалил. Все, ты уже помазанный этим говном. Не отмажешься уже. Все. Бютеря. Нифига не стоит. У всех есть свои грешки.
Это что такое? Блять, лошадь, ты ебанулся? А, они бесконечные, прикинь. Тут фармить можно. Ну ладно, но мне это не надо. Я тут всего лишь ищу кусочки орехалка. Не, вообще, знаешь, Нергун, мне кажется, ты можешь познакомиться с девушкой с помощью Valorant. Типа, я видел много девушек играют в Valorant. Очень много. Это как будто бы даже, типа, может быть началом разговора и все такое, типа... Слышь, ты играешь в Valorant? Да. Да, типа, вообще не шучу. Якутские геймерши, что ли? Ну, вообще... Я это говорю из опыта наблюдения в целом. Ну, например, много стримерш, вроде бы, играющих в Valorant. А так я еще вот, когда коротал времена вечера в Казахстане, было дело такое. Ходил в компы. Вот там просто дохера девчонок играла в Valorant. Она мне даже в какой-то момент показалась, ну, практически девчачьей игрой. Прям, ну, очень популярная игра среди девушек. Это прям, ну, такой девчачий КС в натуре. Хотя так называть его, наверное, некорректно, но тем не менее. Но тем не менее. Очень популярно среди них. Это факт. Блин, ну это вообще имба. Эти кулаки просто мощь. На. Лифт дьявола.
А, у меня все три, оказывается, есть. Я и не подозревал. Я и не знал. У меня стереотип насчет женщин, что они в большинстве случаев сосуд в играх. Ни разу не видал высококлассного скилла. Кажется. Не, бывает, конечно. С радостью мы подчиняемся низшему из мерзких, гнусно погружаемся во тьму, зловонную грязь. Сейчас, подождите. Час за часом мы спускаемся вниз, все ближе к аду, медленной, но твердой походкой. А теперь пусть мир содрогнется. Лень, чревоугодие, жадность, зависть, похоть, гнев и гордыня. Колокола хаоса, которые звонят по человеческим желаниям. Спустя 2000 бесконечных лет однажды запертые врата в мир демонов откроются. Подождите. Разрушение, бойня и отчаяние. О, еще там прям. Пусть твой движут твои Александр инстинкты. Часовитин пришел из портала. Затащи этот мир в клетку хаоса. Как и сама его имя, Таманигру наполняет ужасом сердца человечества. Я стану последним правителем этой никчемной земли, на которой царится хаос. Блин, как всегда, просто власть, все такое. Демоническая сила, однажды заточенная из парды, станет моей. И полетел. Как будто бы его инопланетяне похитили. О. Не, есть классные скилловые девчонки. Но их реально мало, да. То есть я прям не видел, чтоб они, ну, зачастую были скилловыми. Чё поделать. Но, будь уверен, где-то спустя, может, лет 20-10 уже не будет такого понятия, возможно, как скилловая баба и скилловый парень, а просто скилловый человек. Именно вас я и ждал. Окей, с щитом или на щите? $8К. Мало. Погнали.
И никого нету. Так. Ну, тут надо 2 предмета. Пошли вниз сначала. Потом наверх. Да. Да вы что, издеваетесь? Так. Угу. Беовульф комбо 2. Раз, два. Раз, два, пауза. Два. И та-та-та-та-та-та-та. О, круто. Ага, отлично. Осколок оникса. Скульптура, вырезанная в форме черного лунного камня, она разительно отличается от скульптуры золотого солнца. Угу. Влад, говорю, только зашел на стрим Марамойки под стрим и не вижу скилла Resident Sleeper. Марамойки. Ну да. Ну я говорю, это редкость. С этим соглашусь. Но они есть, правда, есть. Вот, к примеру, есть одна стримерша прикольная. Саня ее зовут, Саша. У нее никнейм надоело. На Twitch стримит. Вот она вполне себе играет хорошие игры. Могу ее тоже порекомендовать. Вот она реально прикольная. Душевная. Больная. Шучу. Не, она реально классная. Она проходила I Wanna Be The Bosch и еще какие-то игры.
Ну, в общем, да, здесь заказывают довольно-таки прикольные хардовые игры бывают. И она их иногда проходит. Линк. Есть чё, мало ли. Тык-тык-дык, тык-дык. Тык-тык-дык, тык-дык. На ману. Ой, да пошли вы в задницу, ну серьезно. Блин, я случайно сюда зашел. Мэ. Ну ради дерьма, конечно. Пурпурная звезда не прокачивает шкалу Девил Триггера. Я. Оно просто восстанавливает его. Оно, конечно, редко попадается, но я хз. Вообще ничего не было такого, чтобы прокачивало, кстати говоря, шкалу Devil Триггера. Должно быть. По идее, да. Или в магазе продается. Не. А или...
Гайгуро пришел из портала. Привет, Гагара. Сейчас проверим. Ничего такого нету. Фиолетовый шар. Реально? Вот так вот? Просто? Дешево даже как-то. По 5К. Нашелся. Но попался. Так. О, это помещение. Привет. О, привет, Дан. Уже слухи про PS6 идут официально, по слухам, выйдет в 2026 году. Ну и тупость. Каком? 26-м? 27. Окей. Ладно. Ну хотя бы так. Но все равно, типа, как-то не прикольно. Ну реально, типа, обладателей PlayStation 5 ебало представил. По-моему, до сих пор на PlayStation 5 игр-то нету. А они уже 6-й PlayStation выпускают. Они в Да. порядке? Они в порядке вообще? По-моему, не очень. Я представил, как обладатель КПО. Да, знаешь, вот этот, как его, обладание PlayStation начинает превращаться потихоньку в такую же тему, как обладание этим айфоном. Да. Полнейший фуфел. Супер фуфел. Раньше, если появление нового PlayStation знаменовало за собой новое поколение игр в плане графики там, и так далее, технологий, то сейчас это совершенно ничего не значит.
Это поколение просто позор. Ну, хотя бы просто игр на ПК в плане, ну, инди-игр, окей. А так, да, ну, ничего нового, ничего интересного не появилось. Совершенно. Ну, как что-то революционное в плане, ну, не знаю. Обычно, когда игры выходили, точнее, вот смотри, короче, в чем идея? Появление каждой новой консоли PlayStation, ну, то есть номерной части, так сказать, оно знаменовало за собой какую-то новую технологию в плане того, как ты будешь получать игровой опыт. Да, типа, первый PlayStation, ну, такой, просто 3D-графикой, там прочее, на тот момент это был прорыв. А второй PlayStation улучшенная 3D-графика, анимации, кинематографичные игры и тому прочее, плюс еще и вибрация на геймпаде. Третий PlayStation уже можно было, в принципе, вот так вот всяко разно двигать, и это как-то влияло на геймплей и так далее. Плюс улучшенная графика, конечно же, что самое было такое прорывное. То есть третий PlayStation уже знаменовал собой более реалистичную графику и так далее. Четвертый PlayStation. Тут уже типа такой момент начал происходить. Еще, кстати, не то что... Нет, по-моему... Да, с четвертого PlayStation, по-моему, началось, или с третьего. Камера появилась. Камера. Да, с четвертого появилась камера. И ты мог поставить его на телек или под телеком, и ты мог, не знаю, танцевать там и тому прочее. Камера отслеживала твои движения. И это тоже было типа совершенно прикольной темой. Ну, новый экспириенс. Ты проиграешь, если... Ресурсы кончатся до... Это будет золото и алмазы, если ресурсы кончатся. Все награды, если возьмешь. Ну, там что-то такое. А что там? Ну, ничего интересного, в принципе. Просто... Ансап... Ну, короче, появление пятого PlayStation, они как бы хотели все спихнуть на то, что у них теперь супер крутые SSD-шники, и все в таком духе, и теперь игры могут переключаться очень быстро и так далее. Окей, ладно, но я не знаю, я этого вот не ощупал, не ощущал. Может, оно, ну, реально прикольное. Ну, типа, наличие SSD-шника как преимущество звучит, ну, реально как-то жидко, что ли. Но я видел такой момент, что теперь на PlayStation можно запускать, типа, много игр одновременно. И игры прям начнутся с того момента, где ты остановился. То есть там не надо игру вырубать, чтобы переключиться на другую игру или что-то в этом роде. Возможно, в плане удобства это окей, но чисто глобально покупать пятый PlayStation из-за этого, ну, не особо хочется. Вот четвертый PlayStation на тот момент хотелось купить, потому что у него там, ну, камера типа была, и шлем виртуальной реальности тоже можно было типа приобрести. То есть там, ну, всякие такие приблуды прикольные имелись. И, ну, подкупал такое. И на пятом оно как бы тоже имеется по умолчанию, но это все равно типа относится как будто бы к четвертому поколению. Ну, четвертому PlayStation.
плане игр Sony жутко обосрались. Особенно Конкер. Но они в целом-то обосрались не по конкретным играм, а по политике. Они чисто ради, ну, получения больших денег решили лишиться эксклюзивности и все такое. Мне как ПК Бояру это, ну, прикольно, но отчасти все равно не понимаю данного решения. Ну, видимо, им очень сильно нужны деньги. Ну, типа, катастрофически не хватает денег. Они еще отменили онлайн-игру про God of War. Онлайн-игру. Которая была в разработке. Интересно. Что это за игра получилась бы такая? После обосрамса Конкорда. Ебать. Конкорд, конечно, это интересная игра. Сколько сил и денег было вложено в этот God of War, я не представляю. Ну, представь себе, возможно, God of War тоже был такой, очень сильно толерантный. Я хз. Что еще их могло сподвигнуть, дропнуть God of War? Ну, может, он слишком затратный был, и они решили как-то это не рисковать опять. Хер его знает. Лейди. В чем дело? Ты устала? Тогда отступись. Нет, это ты отступись. Я же говорил тебе, ты не сможешь сделать этого, раз тебе не ясно. Это дело не для человека. Нет, это ты ничего не понимаешь, с этим нельзя смириться. Это никак не относится к тому, что я человек, а ты демон. Мой руководит неспособность простить его. Моя душа кричит и требует убить его. Этого достаточно, чтобы продолжить. Жопа. Кроме того, это касается моей семьи, и тебе не следует вмешиваться. Хорошо, леди, я все понял. Но я не могу просто сидеть и смотреть на это. Но я на него тоже страшно зол, знаешь ли. А теперь дай мне пройти, или неприятные последствия. Я ожидаю достаточно. А, мы драться? Окей. Нет, так, ладно. Ну что ж.
Let's go, bitch. Драуб это Devil May Cry HD Collection, да? Да, привет, Михаил. Гранатками кидается, смотри-ка. Ёпты. Вообще похуй. О май гад. Я о нем позабочусь. Почему ты так беспокоишься? Все началось с того, что мой отец запечатал проход между двумя мирами. А теперь мой брат пытается разбить это заклятие и превратить все в мир демонов. Это касается и моей семьи тоже. Честно говоря, вначале мне было все равно. Но благодаря тебе теперь я знаю, что это важно. Я знаю, что мне нужно делать. Погоди. Доверь мне. Я все сделаю чики-пики. Именно это приказывает мне сделать мое сердце. Используй это. И во что мне это обойдется? Можешь сказать мне свое имя? Данте. Базуку дали. Данте. Прошу. Освободи моего отца. Так и сделаю, леди. Калина Н. Оружие, на рукоятке которого выгравировано имя матери леди. У него есть ряд предназначений. Предназначение. Теперь не время играть роль героя-освободителя прекрасной девы. Либо мы идем дальше, либо нам конец.
Окей. Нормально, нормально. За босса бонус дали 7500. Джейсон Стэтхэм ебанулся и решил вызвать демонов. Это типа меч Спарда? Оу. Демонический экскалибур прям. Внутренние демоны. Сразитесь с собственной тенью. Оу. Окей. Так. Луч прокачаем. Повышает скорость стрельбы. Это что такое? Испытание воина.
Окей. А. Ну ни хера себе. Жизнь он живучий.
Да обалдеть, чё она такая живущая, господи. Эту старуху нужно убивать. Да, блин. Господи. Может попытаться так его убить? Да бля. Понял.
Тройка кайфает, топ недавно вспоминал эту часть. Притрались. Наконец-то. Ради этого я ждал чего-то другого. Я ждал синего шара. Ладно. Платформер. Платформенный уровень. Подъехал. Так. Что тут у нас? Палата шторма. Вот это было грязно. О, ёб твою мать. В смысле отсюда? Ладно, в принципе, недалеко. Мне просто надо пропрыгать это все. Окей. Я вот как этот сегмент без дабл-джампа проходить, трюкстером по стенам бегать или куда? А вот хз. Это у меня есть что? Да, блядь.
А тебе это уже нравится? Оружие? Да. Ну, много урона наносит. Но в целом, по-моему, самый оптимальный вариант это Цербер, нунчаки. Мне скимитары больше нравятся, они воздушные атаки даже больше урона, чем Беовульф наносят. Ну, среди зрителей был один такой тоже. Ну, кажется, Агни и как там, Родни популярные очень. Типа мета. Да, блять. Агни и Рудра. Да. Так просто мне нравится, что они еще чё-то говорят при комбинациях, но они мета еще из-за одного бага, который триллион урона наносит. Понял. Сейчас погоди-ка. Я в туалет. Ладно, хорошие игры. Надеюсь, Виталю сдюжишь. Надмт особенно.
О. Что такое ДМД? Я просто на сложной сложности играю. А что такое ДМД? Данте Маздай. Данте Маздай? Ничего себе. Ебанутая сложность. Нахуй надо. Эй, пизду, короче. Так, ясно. О, господи! А на этой ебанутой сложности, типа, там, с одного удара умираешь, или типа того? Нет. Нет. Интересно. Почти. Ну, может, все не так уж и плохо. Жирные мобы, жирные боссы, интеллект агрессивный. Ну и урона дохо.
Да боже. Я, кстати, на этой неделе всех «Властелинов колец» вместе с «Хоббитом» посмотрел. Вообще охуенно. Такой балдеж. Марафон только по «Властелину колец». По «Хоббиту» тоже. На «Хоббите» я даже слезу пустил. Блин. Такой душевный конец-то. Наконец. И нахера я сюда пришел? Ага. Понял. Ну, в принципе, да. Фильмы в соло смотришь? Ну да, во время работы. Ну, на стриме тоже бывает. А. Да ёб твою мать. Да, ну здрасте. А. Ну что ж, давай.
Да, блядь. Так, погодите, а сколько у меня душ? Мало. А тут, да, еще много всего. Но это, видимо, стиль нужен. Стрелка. А. Окей. Excuse me. Без матки. Make it надо. Без матки. Нет, дети,
Ты до последней части хочешь пройти? Да? До 5. Садик камень кната. На гарзгеде. Безмати. Так. Ну, вместе с перезапуском там все дела. Как думаешь, сколько времени это займет? Ну, до конца месяца пройду, наверное. Все части. Ну, мне кажется. Так, сначала на 4. Угу. Оу. Полицейский, женщина, задержи меня. О, что-то новенькое. Не казалось, что это барда. Утунган. Еще, кстати, недавно подсел на сериал. Когда ты начал стримить? «Новичок» называется сериал. Когда начал стримить давненько. С 2000 то ли 15-го, то ли 16-го, мне кажется. Примерно так. Так. Это просто увлечение. Ну, в целом, да. Но бывает так, что я в это увлечение деньгами тоже влаживаюсь. Всячески там. И так далее. Ну, это прикольно. Как бы то ни было. Двойник. Я знаю, зачем ты здесь. Ты здесь, чтобы задать мне вопросы. Да, нехорошо. Ответы на них уже мной найдены. То больше я в тебе не нуждаюсь. Иди сюда, притворщик. Ну, нихера себе.
Ауч. Да блин. Полицейский, женщина, задержи меня. Ментовская девушка. Сирить про ментов. Да нет, песня есть такая от Водолея GT. Забавная. Ментовская девушка, задержи меня. Хотел бы заниматься только стримами. Да нет, я сам еще разработчик игр. Я сейчас работаю на одну такую игровую компанию. Ну и сам в будущем планирую игру сделать какую-нибудь. Есть интересные идеи, по идее. Изи. На секунду мне показалось, что я потерял свою тень. Новый стиль, что ли? Оборотень. Особая сила, которую применяет враг оборотень, этот стиль дает большие свободы в битве для использования различных тактик и комбинаций. Да, ну это странно. Yes. Чисто. Так, что тут дальше происходит? Ну что, пора заканчивать эту сумасшедшую вечеринку, не так ли? Пора устранить беспорядок, устроенный отцом. Завоевание ада. Сломайте печать и пробейте путь до самых глубин. Окей. Сколько тебе донатили? Да по-разному. Типа
Меня тут бывало челлендж закидывали всякие разные и так далее. По выполнению челленджей получал там 5000, 7000. Единоразовые донаты там, ну, по-разному бывают. Кто как там поддерживает. Ну, я, кстати, почти все прокачал. Изменение отражения света вокруг персонажа для появления нового теневого двойника. Не. Какую нахрен шоколадку? Я тебе мороженое шоколадку купил, вообще там шоколадное мороженое. Это где? Мяскантерован, что ли? Отёна. Посмотри, ничего себе. Тебе вообще нравится, когда вопросы задают? Да, извини. Ну, я безучастно так отвечаю, конечно. Не, ну, блин. Ну, как тебе ответить-то? Я даже не знаю. Типа... Ну, я хз. Видимо, принято как-то очень так оживленно отвечать на вопросы всякие, будучи стримером или типа того, я хз. Но я просто так. По-разному бывает. Работяги донатят, там, типа, говорят, типа, о, спасибо за стрим, там, и отправляют 1000 рублей, бывает. Вот Гудзон, например, иногда Нет, так я делает. не обижаюсь, это тоже вопрос. Ну, по-разному, от степени назойливости. Бывают такие люди, которые, блядь, просто дохуя вопросов не задают. Не по существу, а просто лишь бы задать. И это мега тупо бывает. Ой, это что, Данте должен умереть? I am Dante, здорово. Не, это просто сложный. Привет. Но тот не был доступен. А так, да, и эта сложность тоже довольно-таки мощная. Первое прохождение, Ну, давным-давно А так пошёл проходил бы. по молодости. а нет, стоп. Сложно открывается минимум на втором. А это Special Edition Dante's Awakening. Поэтому, да. Причем, ну, внутри HD коллекшена. Привет, когда будет время на игру DMC 4 Folded Hands? О, братан, привет, Эвгу. Я сам жду этого. О, сука, как я этого жду нахуй. Когда пройдем третий DMC. А после 4 перезапуск сыграем. Правда, я не помню. Сначала выходил перезапуск, а потом 4. Или наоборот. По-моему, наоборот. О, сука, как я этого жду нахуй. Нет. Сначала 4. Угу. Хорошо.
Ну вот перезапуск мне понравился, кстати. Поначалу я Потом тоже типа перезапуск. плевался. Перезапуск в 13 году. Понял. Под перезапуском я Мне ли поначалу не тоже знать? плевался, я думал, типа, херня. Ну, типа, это же не Данте, это какой-то эмо-бой. Но потом поиграл и такой, бля, ну, это Данте. И это было заебись. Как Жалко, отдельная продолжения игра, не будет. перезапуск вполне себе имеет место быть. Ну, только печально, что его не продолжили. Он, ну, реально был хорош. Но и недостатки были. Ну, вот и вспомним, когда поиграем. Я вот не помню, в чем проблема у него была. Подпишись на таверну на Лану Ахров, линк, Сини, здесь игровые новости, мемы и всякие разные авторские посты, чат таверны Ахров, линк, Сини, Ах ты, бля, Дота, ничего себе. Сейчас случилась рокировка, да? Я ударил короля, но слон резко поменялся с ним местами. Блин, эта игра, конечно, интересно сделана. Продумано, я бы сказал. Я, если что, предметы не использую на возрождение, на отхил. Без предметов проходим игру. Как-то от начала вообще не использовал. И, кстати, вторая часть реально дерьмо. Я-то вот удостоверился сам лично, попробовав. Ё-моё, какая же она плохая, блядь, пиздец. Да. Игру делали в соответствии с модой того времени. Цветное оружие и много платформинга, но сильно отошли от канона. Слишком сильно. Бей короля. Замучишь его, партия кончится. Это понятно. Но кто-то тут фармит душу. На смертях. Ну, почти. Ну и на убийство мобов. Да бля. Сначала слонов надо убить. Да иди ты нахер, мистер лошадь.
Ах ты мразь. Да вы прикалываетесь? Да вот же ХП валяется прям на мне. Кока-кока. Потому что попукнул. Мир демонов. Что-то у них светло тут, да? Вам не кажется? Балдеет, блин. Живу как в раю. Хела Нулан. Привет, Гудзон. С пятницы, работяга. И тебя взаимно. А с чего ты взял, что в аду должно быть темно? Ну, не знаю. А, вот вы хитрожопые суки твари. Они фу по правилам шахмат передвигаются, прикинь? Я только сейчас осознал. Ну, в плане... Они даже вот типа до конца этого доходят и становятся более крутой фигуркой хотя бы. А? Это вот такой вот. Пешка, которая дошла до конца доски, становится любым офицером. Ну, лошадью становится.
Да какого черта? Так, бишепов надо посносить. О, да ладно. Твою-то нахер, мать. Ай. Отлично. Оу. У тебя есть антик. Так у вас целый сок есть. Сок же есть. Вот Арылханга бербит имде, ханавари. А? Вилли Вонка сок-то. А, газировка, да. Ничего. Мески. Это, у Байдергар, это. У Байдаран хатан горулур бата чай. Пускай сделают. Посмотрите. О, да ладно. Босс Раш. Это босс Раш. Это босс Раш. А босс Раш. Задача замкнуть на доске любой круг. Перебежь всех, дадут осколок. Понятно. А? Это потому что не хочет, наверное, Хардюлухом посмотреть. Ну вот именно, ты думаешь, я не устал. Да как я сдох, лол? Так, сколько у меня? 19. Ну, это хорошо. Реактивная струя.
Ладно, давай возьмем огни и рудру. Повышение уровня для артиск союзных LVL-33. С повышением уровня. Поздравляю. Так. Так. Ну, это как-то... Ясно. Да.
Так. Понял. Блять, ты издеваешься? Я душ не забрал, прикинь. Меня выкинуло нахуй. О, братаны. Да эта часть сильно лучше. Прям движ такой конкретный. Yes. В те времена понятно, почему выстрелила. Но... Монстра так норм. Не, боссы реально крутые.
Ах ты, бля. Драубы. Блять, Лёх. Хелла Кроу. Хе. Мудаки. Хм. А, я его сломал, да. А это что такое? Кальмар. А. Не, в целом понятно, почему Агни и Рудра популярны. Много урона. Оказывается. Прям реально местами много урона. Так.
Да, это жестко. А, блядь. Ау. Да бля. О. Он будет одним из самых душных боссов, я уверен. Прям пиздец. Мега душный.
Ни одного хп, бля, братан, сука. Вот это, конечно, моча. Не, Агния и Рудра говно. Все-таки. Увынск, но это факт. Так, погодите, у меня сколько? 9000. Окей. Да кто вообще? А. Ну это самое легкое. Да, бывает же.
Так. Как она тебе в сексуальном плане, Дин и Йетен? Дрочилба! Конечно. Жестко. Это, кстати, Леха спрашивал. Крау Леха. Как она к тебе в сексуальном плане? Ебать будешь? Ебать будешь? Заем это.
Захимет. Да. What the fuck, блять. Тут всех боссов не обязательно проходить, чтобы пройти. А я на Мирей, привет. А я пройду всех боссов. Что урон нанес? Твари. Это твари.
Ага, понял. No, no, mother... Либошит. Тяжело. Тяжело, товарищи. Самыр курдык босс у Апсалинан. А знаете, как переводится сымыт? Это яйца. А знаете, что означает яйца? Человек яйца, 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 человек яйца. Человек яйца, 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 человек яйца,
человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца. Человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек человек яйца, яйца, человек 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 яйца. Человек яйца, 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 человек яйца,
человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца. Человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек 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 яйца, Здорово, Арсен. человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, Человек яйца. человек яйца, человек яйца, человек Пытаемся отрезать яйца. Пароход, человек яйца, 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 Примеры не слышно. человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, Я говорю, яйца, что мы человек яйца,
человек Играем. человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, Человек яйца. человек яйца, человек У нас миссия простая. Отрезать яйца боссу. человек яйца, человек яйца, человек яйца, И все. человек яйца, 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 человек яйца. Человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек человек яйца, 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 человек яйца. Чай. Крепкий чай. Человек яйца, 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 человек яйца. Человек яйца, 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 человек яйца,
человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, человек яйца, 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 человек, яйца, 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 яйца. Человек яйца, 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 человек, человек яйца, 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 человек, человек яйца, 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 человек яйца. Так. Уф, отпустил мозг. Бэмбу баунс, бэмбу баунс, бэмбу баунс. Помнишь Happy Day? Yes. 4 часа, бля. Хата сон. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back, back. Жду, когда закончу работать и пойду в сабнаутику. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back. To the beat, take it back, back, back. To the beat, take it back. To the beat,
back, back, back to the beat. Take it 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 back, back, back. Now in my younger days I used to sport a dad. When I went to school I carried lunch in the bag. Was the apple for my teacher 'cause I knew I get a gift. Always got mad. When the class was dismissed, but when it was a session, I always had a question. I would raise my hand to make a dance to my desk and help me with my problem. It was never much. Just a cheap to smell and think I try to sneak the touch. Oh wow, I wish I could hold a hand and give her a hug. Oh wow, I wish. Oh wow, I wish I could hold a hand and give her a hug. Oh wow, I wish. Oh wow, I wish I could hold a hand and give her a hug. Now in my younger days I used to sport a dad. When I went to school I carried lunch in the bag. Was the apple for my teacher 'cause I knew I get a kiss. Always got mad. When the class was dismissed, but when it was a session, I always had a question. I would raise my hand to make a dance to my desk and help me with my problem. It was never much. Just a cheap to smell and think I try to sneak the touch. Oh wow, I wish I could hold a hand and give her a hug. Так, ща. Now in my younger days I used to sport a dad. When I went to school I carried lunch in the bag. Was the apple for my teacher 'cause I knew I get a kiss. Always got mad. When the class was dismissed, but when it was a session, I always had a question.
early days of house, in those tracks that rose from the heartbeat of our cities, people found more than just a dance. They found not only the absence of restraint, but the presence of possibility, a new expression of their own. There's no difference that the bass line cannot bridge, no divide that the melody cannot cross. We come together under a roof where judgment is drowned out by the pulse of the speakers. We rediscovered our voices. We rediscovered our voices. Like the steps of a mighty march, every beat called us to lock arms in a common groove, regardless of where we came from. We live in a world that so often tries to tear us apart, by politics, by prejudice, by fear. But here, within these walls, we stand shoulder to shoulder, hearts aligned, our minds fixed on a single unrelenting beat. House music was born out of the need for belonging, a clarion call for those the world had tried to silence. And through this music, we rediscovered our voices. And through this music, we rediscovered our voices. He's in the sky, and wonder why. No random heart is calling. He won't say goodbye, 'cause he's stopping the time. Follow inside. And I feel you scream, open the gate, holding the light, open the gate in my head. Listen up for everyone, turn
Сахарская идет, что ли? Фу, блядь. WhatsApp налево. To the left, to the right, to the left, to the right, la noche entera. Алло, облака на харке. Да бля. To the left, to the right, to the left, to the right, la noche entera. To the right, la noche entera.
Ох, мать твою. Here's another hot one. 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 Here's another. Here's another hot one. Here's another. Here's another hot one. Here's another hot one. Here's another hot one. Here's another hot one. Words fall from the tip of my tongue. They linger. Did I read you wrong? Or am I really the one that you want? How can that be true? Look, now I'm talking too much. Please show me what to do. 'Cause I might fall for you. Фух. Вот смотри, Гудзон, ситуация. Ну вообще, кто слышит? Смотрите. Вот я буду неправ или как, но я чувствую себя безумно виноватым на данный момент. Знаете почему? Потому что меня один друг позвал на день рождения, но я отказал. Сказал, хочу быть дома, и все в таком духе. Никуда идти не хочу. И все, ну и так далее. И он меня пригласил на день рождения только сегодня. День в день. Да. И, в общем, он там арендовал какое-то помещение с всякими штуками. Я вообще не знал, что это за место, ну и все в таком духе. Ну, как бы это не важно. Но суть в том, что там сотрудники этого места сняли его на видео там на месте, типа его день рождения. В том плане, что никто не пришел на его день рождения. Вообще никто. Понимаете, да? Пиздец. Никто не пришел на день рождения. Поросет. Я сейчас просто, ну хуй знает. Да это охуеть как грустно.
Ну я думал, у него друзей дохуя и все в таком духе. Блять. Я не знаю, сколько он народу позвал. Вообще будет охуеть как грустно, если он только меня одного позвал или типа того, блять. Я не знаю. Это пиздец. И щас вот- Вдвоем бы посидели и норм. Ну, типа да, но я не знал о том, сколько там народу будет. Я вообще думал, там куча народу будет. Понимаешь? Но заранее надо звать, блин. Ну да. Это да. Надо заранее звать. Но теперь у него есть самое грустное в воспоминаниях. Да, блять. Он причем видео отправил мне. Прям буквально видео. С официантами, может, хоть накатит. А там он уже все оттуда ушел. Там с 7 до 10, короче, было типа. И с 7 до 10 никого там не было, видимо. Ну я хоть сам не люблю праздновать, но вдруг грустно становится одному. В одной стороны думаешь, да нахуй мне эти празднования, а потом сидишь один и ахаешь. Но... Ну, день рождения это вообще такая неприкольная В тема. жизни, конечно, есть вещи, о которых жалеешь. Меня брат позвал на похороны тестя, а у меня настроения вообще не было, и он говорит, один хоронил, а мужик классный был. Уросик. Бля, вот это жестко. Это жестко. Ну я не особо его знал, Ну, я понимаю, но... но все равно обидно коту. Ну да. Ну это жестко. Бля.
Да. О, господи. Ну, я бы охуел от такого прикола, если бы никто не пришел на мой день рождения. И сейчас я чувствую себя дохуя хуевым человеком, потому что не пришел. Да. Ну вот так вот случается, когда ты не получаешь достаточно информации. Ну перетрете коту. Но... Вот знаешь, вот тебе стоит, наверное, понимать, какой я человек в плане как друг. Я, вот, например, моему лучшему другу не пишу годами вообще. Потом он на меня обижается, хули я ему не пишу. Я вообще такой. Ни с кем особо не общаюсь. Да я такой же. Ну типа, блядь. Потом он бывает мне пишет и все такое. И это меня заебывает. Но в плане как друга я его ценю, но, блядь, он этого не понимает и продолжает хуйню нести. Потом я его нахуй вот. посылаю. То же самое. И так со всеми. Буквально. Заебывает. Ну, мы буквально, ну, типа интроверты. Но друзья нужны. Это да, но... Просто, блядь, для меня это каждый раз... У меня вот все отвалились, а без них грустно. Да. Да. Ну, хотя есть.
Бывший и брат только остались в лав. Ну, это не так уж плохо на самом деле. Мне одной жены хватает, например. Мне так похуй на... У меня буквально детей и жены хватает. И на остальных так похуй. Но если, например, друг обращается с помощью, я ему, конечно, помогу. Как-нибудь. Как он просит. Постараюсь. Но в целом похуй. Главный друг после начала СВО в патриотизм ушел и все бы ничего, но он, сука, тролля природы, начинает подначивать меня, бесит. Ну, говнюк такой же. Ну, Леха. Он такой же. Ха-ха, у меня тоже Леха. Да? А тебя случайно не Джоустан зовут? Ага. Да, тебя тоже Джоустан зовут? Ебать! Вот и матрица схлопнулась. Матрица схлопнулась. Бля. Так дальше мы перестанем заебываться от отношений с людьми. Вот чисто из любопытства, у тебя кто? Вот по знаку зодиака. Леха. И ты сам. Вот ты сам кто по знаку зодиака? Я Скорпион. Окей. Скорпион. Скорпион. Думаю, мы когда в Рухлинорм карифанились. Да это понятно. Мне так же. Но по переписке эта сука меня безумно бесит. Столько приключений. Да. Но по переписке Вот. безумно бесит. Сука, он типа, блядь, пишет, блядь, пишет. Ну, заебал, не пиши, или там, не знаю. Или... Мой тоже как на... Да я хуй ферме знает. Вот строчит. знаешь, в чем проблема? Я Вот его брочу. пишет, а я ему Брочу. в одно время говорил, не пиши, звони, а в другое время, вот недавно буквально, не звони, а пиши. Потому что там была такая ситуация, то что этот говнюк начал меня манипулировать, типа. Я на этой теме, короче... Ну, сначала по рофлу было, типа, то, что я, короче, всю нашу переписку закинул в DeepSeek. Я ему говорю, блядь, этот говнюк меня случаем не газлайтит. И он такой, DeepSeek, да он ебать как газлайтит. Ну вот смотри, короче. И анализ мне закидывает. Лал-лал-лал. Блять, этот хуесос, типа, безумно меня газлайтит, поэтому ну, там, короче, очень много доводов приводит, и я такой, ебать, такой думаю, ну, я, конечно, ощущал, что мне довольно-таки неприкольно, а сейчас вообще пизда, типа, я ему говорю, слушай, вот, держи, чтоб думают по твоему поводу, типа, DeepSeek и... Ну, у некоторых троллинг в крови. Короче, все началось от того, что он мне такое скидывает сообщение, мол, короче, скинешь мне
когда сможем затусить, посмотреть фильм «Орудие». Я такой занимаюсь своими делами, там прочее. Ну, я его принял, говорю, окей. Потом проходит какое-то Орудие время. прикольный фильм. Да. Я ему говорю, слушай, С Корешем давай, будем глянуть. давай сам как-то подкинь мне дату, я под него подкорректируюсь. Сейчас я не могу. Он мне тогда написал, говорит, типа, что сегодня го? Я говорю, нет, давай как-то дату другую подкинь. И на вот эту вот дату другую подкинь, он мне говорит, ну го сегодня, типа, и так далее. Там очень много таких доводов он приводил, что именно надо сегодня, а я ему говорил, что типа, бля, сегодня никак, я, ну, типа, завтра работаю, вся хуйня, и так далее, так далее, так далее. Короче, типа, вообще никак, поэтому, короче, не надо. И он продолжает свои доводы доносить, я ему говорю, чувак, ты меня газлайтишь. И он такой, что такое газлайтинг? Я, короче, просто беру историю наших вот переписок, закидываю дипсик, и он такой, ебать, он вас газлайтит, это сука вообще ебанутая, типа. Я такой, ебать, ну, и ответ скидываю чуваку, и он такой, бля, и ты в это говно веришь? Типа... Бывает, конечно, он пишет прикольно иногда, типа, говорит, но в целом, типа, бред полный. Но я ему говорю, бля, но в целом-то, блядь, по сути так и есть, как будто бы. Ты так не думаешь? И он такой, да не, нихуя, типа, короче, жестко пытается отмазаться и все такое. Я ему говорю, блядь, чел, просто признай, что так, и просто назначь другую дату, типа, когда мы увидимся. И он продолжает гнуть свою линию. Он, короче, такой, любит оставаться правым. Другого не приемлет вообще. Типа, не дай бог, он окажется неправым. Типичный Бля. Леха, в общем. Ну, типа, да. Тогда весь мир схлопнется нахуй вообще. Вину не признает, все в таком духе. Бля. И теперь сейчас вот Арчиман подкидывает мне такие приколы, то что он один был на дне рождения. И пиздец. Я вообще как... И от этого я, ну, хуй знает. Я в целом человек плохой или нет? Я тут задумываюсь вообще. Хуй знает, да.
Я жене даже показал это видео, и она охуела от этого прикола. Пиздец, типа говорит, ебать, да ну нахуй. А он- Короче, я понял, что на свадьбы похороны очень важно ходить. Да, блядь, Это получается все-таки так. уважение к людям. Это так, получается так. Вот сейчас я тоже это понял. Все-таки какая-то мораль у этого стрима есть, прикинь. Я тоже охуел. Вот уж не думал, что окажусь в такой ситуации. По большей части всегда думал, что сам буду в такой ситуации. Посидели бы пару часиков, да. Не убыло бы. Ну, блядь, в том-то и дело, что, понимаешь, было непонятно, сколько народ там будет и так далее. Я вообще думал, что он человек такой дохуя публичный и так далее. То, что у него куча народу, друзей и все в таком духе. А по факту оказалось, что он один. Ну я вообще раньше вообще не думал не взять вообще, мимо пропустить. И тут близко, короче, типа как бы да, типа уже поехал, ну я вообще раньше вообще не думал не взять вообще, мимо пропустить. И тут близко, короче, типа как бы да, типа уже поехал, Ларга анан атак битеген алта астахпарин алды бывает улхандык. Как я умер? Непонятно. Давай. Класс. Кровь из носа пошла.
Ох, блядь. О, Господи, дай мне сил. О, Гайвер. Гайвер. Сразите великого зверя пулей судьбы. Брат, подскажи, как давно стримишь? Привет, Аргенеру. Здорово. Стримлю давно. Лет, может быть, 9. А, не, 10. Я безнадежный. Так. А подскажи, все это дело стримерское легко настроить, просто Кокан, думаю, может тоже видео поснимать. Ну, настроить-то легко. Особенно сейчас, когда вокруг эра нейросетей и все такое, где, ну, нейросеть легко подскажет, что делать. Но в целом, да. Ну, главный настрой. Многие стримеры заканчивали стримить из-за того, что им не донатили. И все. Ну, то есть, а у если ты тебя видишь... на канале есть 4 проходка. Если ты видишь, что ты стримишь, ну, ты собираешься стримить только ради денег, то, ну, тут нечего ловить. Ты сгоришь сразу же. Ну, то есть, даже начинать представить.
Как в любой работе, Да. Точно. Майветер. Не, я для гильдии в своей игре хочу, ради опыта людей, чтоб видели, мы в МУ играем. Во что? МО. World of Warcraft. Ну если чисто по фану, чё ты там врубил до стрим? Ну типа да. Если и так играешь. Ну ты, допустим, сидишь, играешь обычно, да, как вот сидишь, играешь обычно. То же самое, но просто теперь с тобой еще другие, типа, люди будут сидеть в комнате. Типа того. А есть на канале видосы по DMS4, обожаю ее. Пока еще не дошли, это марафон. Мы начали с первой части. А, надо стекла бить, господи. Крутяк, брат, олдскулом респект. Спасибо.
всего лишь 2 зеркала. Самсара. Четыре 800 всего лишь. А куда? А. Конец пути. Так.
О. Гнедон. Добро пожаловать. О чем ты думаешь, посмотрев на портрет своего отца? Это все равно, что смотреть на забитый унитаз. Почему ты постоянно суешь нос в свои дела других семей? Иди нахуй. Ебать смешно. Ты все еще можешь болтать без умолку, увидев это. И чувствую, как мое тело переполняет сила дьявола. Сила Спарды. Приятель, мой отец не был таким безобразным. Разве по мне не видно? Но в любом случае, эта внешность тебе больше к лицу. Ну а теперь начнем главное мероприятие. Черт.
Да боже. Так. Это бесполезно. Ребята, сейчас будет геймплей. Готовы? Да ладно.
Вот они контента наносили. Да, чувак.
О боже, ребята. А ты думал, в сказку попал. Да, я думал, я принцесса. Адам, ты мой принц. Так я и живу. Это мой ад. Я представляю себя принцессой, которая отдается первому игровому персонажу. Например, Данте. Такая добавка. Да эта хуйня не поддается анализу, блядь, долбоебина. Да вообще не понимаю, когда наносит удар.
Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. What the fuck? Что от меня хотят вообще? Боже мой.
Боже мой. Ну я вообще раньше вообще думал не взять вообще, мимо пропустить. И тут близко, короче, типа Кальбите, типа уже Аяхонуги. Оно ларга анан атак битеген алтаста парин алды бывает улхандык. Ёбаный. Я не понимаю.
Да, геймпад, конечно. Ай, больно нога. И почки. И почки. Киташки. Вот киташки. Почки. Чего меня таит?
Я дал. А уважавчик, Дайте, он кушает. приятного. Дайте, он кушает. Дальше. Я тоже хочу. Да он стоит. Спасибо. Почему? До севера где Бантуй. Хоско барво. Да. Ну, что? Маме, помните? Там кино. Мама хога это работает, Дуся. Я хочу. Ну так, ты мать. Это. Угу.
сегодня. Как? Ну, это хорошо. Почти что босс. Что это шарик? Ох, ёбаный рот. Ох. Вот тут.
Молодец. Молодец. Типа была такая, ну, человек-монстр. Дай-ка кричит. Они проверяют выпуск. Да что за херня? Бесполезно. Независимо от того, сколько в тебе сил, ты всего лишь полукровка. Ты не сможешь победить чистокровного демона, настоящего Спарду. Это еще все. Братишка, будь ты проклят. Это брат. Я пришел, чтобы вернуть свою силу. Ты не сможешь с ней управляться. Посмотри на себя. Драматично выходишь, становишься в центре внимания вместо меня. Ну, может, ты в это и не веришь, но он заслуживает того, чтобы стать нашим главным героем, не так ли? Ты знаешь? Я думаю, ты прав. Думаете, вам под силу побороть меня? Побороть власть своего отца, великого Спарды? Тебе необходимо осознать, что тебе не дано контролировать власть Спарды. Зря тратишь время, приятель. Но ему нужно познать боль. А похуй, короче,
Ой, нет. Бля, я не ту кнопку нажал. Блять. Ёбаный рот. Сука. Чтобы лечиться. Вот. Пока что это было самое сложное, потому что жизнь
Ёбаный стыд. Бля, сколько в нем хп, ёб твою мать. Твою-то мать. Блять.
А, боже, нахуй. Ладно, в пизду. Пойду-ка я, пожалуй, спать, потому что это бред.